Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И, как всегда, с вами Сергей. Но сегодня я не один. Сегодня у меня в гостях мой дорогой друг и студент Себастьян. Привет! Привет, друзья! Вот. Себастьян, можешь представиться? Меня зовут Себастьян, я из Польши. И как Сергей уже сказал, я учусь русского уже, не знаю, мне кажется, что почти 2 года. И да, я использую материалы Сергея. Благодарю Сергея. Я думаю, что я улучшился свой русский. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Хорошо. Ну, Себастьян, сегодня я бы хотел с тобой поговорить вообще о том, как ты начал изучать русский. Что тебя сподвигло на это? Какая у тебя была мотивация? Ну, я думаю, что я решил учить русский язык, потому что я сначала, я всегда любил учить иностранные языки. И после французского я подумал, что сейчас я хочу изучать какой-то славянский язык. И самый большой славянский язык — это русский. Я подумал, что да, я попробую. И мне кажется, что это очень важно найти интересный контент. Потому что если ты не найдешь интересного контента, это очень сложная задача. Это правда. И я нашел интересный контент, твой канал и тоже какие-то другие каналы. И я подумал, что да, сейчас это для меня очень интересно. Здорово. А ты можешь поделиться с нашими зрителями, какие другие источники, какой другой контент ты используешь? Я не боюсь давать рекламу другим, это хорошо, потому что люди должны знать, что тебе нравится. Какие-то газеты, какие-то журналы или каналы, что ты смотришь, подкасты? Да, в принципе, я использую каналы на YouTube. Твой канал я тоже использую. Я тоже учусь, использую канал, например, Russian with Max. Это тоже очень крутой контент, мне кажется. Есть какие-то другие каналы. Да, и, например, в Польше у нас есть такая, не знаю, можно сказать, магазин? Да, это магазин. Журнал, да, это журнал. Есть такой журнал, который называется «Остановка Россия». «Остановка Россия». Да, «Остановка Россия». И там есть очень много статей, где есть объяснения. Да, есть какие-то сложные слова, и ты можешь изначала прочитать эту статью. Потом у каждой статьи есть MP3 файл, да, и потом можешь послушать эту статью. И на сам конец есть какие-то сложные слова. Да, и это тоже очень хорошо, что я могу не только слышать контент, но, да, конечно, у тебя тоже есть PDF-файлы, это тоже очень... Да, спасибо за рекламу моего контента. Да, если вам, ребята, вы также хотите знать русский так же, как Себастьян, то, безусловно, становитесь патронами, переходите по ссылке вот там в углу, над головой Себастьяна, будет где-то там ссылка. Ну, смотри, Себастьян, на скольких языках ты вообще говоришь? Но как я уже сказал, я учил французский язык, когда я был в лицее. Да? Конечно, английский, потому что это международный язык. Потом китайский. Вообще у меня жена из Китая. Ну и польский, потому что это мой родный язык. Да. И из всех языков, которые ты изучал, какой для тебя был самый трудный? Самый трудный? Китайский, наверное, да? Но мне кажется, что китайский, он может быть самый трудный, но для меня это не было так трудно, потому что я изучал, когда я был в университете,
я изучал китайский практически каждый день. И мне кажется, что после года у меня был уже, ну, хороший уровень языка. Я очень много понимал, я смог говорить. Я уже был в Китае, я уже путешествовал по Китаю. Да, но мне кажется, что он сам сложный, но, в принципе, когда я был на университете, у меня тоже были хорошие преподаватели. Да. Хорошо, хорошо. Но если бы ты мог сказать 3 совета людям, которые изучают иностранные языки, например, русский или любой другой язык, какие бы вещи ты посоветовала? Вот 3 вещи. 3 вещи. Да, я думаю, что мои советы это, например, первый совет, мне кажется, что это, как я уже сказал, хороший контент. Хороший контент. Да, нужно найти, но и это для разных людей, это разный контент, да, потому что какой-то контент мне нравится, а какой-то контент может быть, что люди думают, что это очень скучно, да. И для этого, да, нужно найти хороший контент. Второй, это, мне кажется, что, не знаю, можно по-русски сказать, систематичность? Систематичность, да? Да, это тоже очень важно, что это может быть даже 10 или 15 минут, это кажется, что это не очень долго, но тебе нужно слышать, например, на русский каждый день, да, и это будет в таком образом, мне кажется, что это будет очень быстро. Ты можешь подниматься на какой-то уже хороший уровень. Как ты считаешь, вот в систематичности важно иметь мотивацию или дисциплину все-таки? Потому что некоторые люди говорят, что вот сегодня у меня нет мотивации, как мне себя замотивировать? А другие люди говорят, нам не нужна мотивация, нам просто нужна дисциплина. И я думаю, что я согласен с этими людьми, которые говорят, что это дисциплина. Да, потому что иногда, конечно, как у каждого человека есть, что иногда я не хочу, да, я уже устал, да, и это очень, очень важно. Хорошо, хорошо, потому что у меня бывают такие дни, когда я чувствую, что я ничего не хочу делать, но когда я начинаю, допустим, изучать язык, что-то слушать, что-то читать, то по мере того, как я это делаю, у меня, так сказать, появляется интерес, появляется желание. Хотя вначале мне ничего не хотелось сделать. Я думаю, что у меня есть то же самое, мне кажется, что, например, иногда я вообще не хочусь, потом я начинаю, и, например, после 5 минут я думаю, да, сейчас я чувствую, что я хочу, да, и иногда я делаю уже больше, да, я сначала был уставший, а потом я подумал, да, ну давай, Себастьян, да? Давай, Себастьян, ты сможешь. И там больше, да, я могу изучать больше, это, да, конечно. Интересно. То есть первый совет – это хороший контент, интересный контент, который для вас важен. Второй – это систематичность, то есть нужно делать постоянно, хотя бы по чуть-чуть, хотя бы по 15 минут, да, но стараться каждый день. И что ты скажешь третье будет? Третье, да, третье это будет сложно. Не знаешь? Не знаю, что больше сказать, потому что мне кажется, что это самое важное, что это уже, что мы сказали. Потом я думаю, что третье это может быть какие-то приложения, какие-то хорошие приложения, которые все люди могут использовать в изучении иностранных языков. Например, сейчас я начинаю изучать испанский язык, и я нашел такое приложение. Это приложение мне кажется, на Mac. Это Spanish Dictionary. Spanish Dictionary, окей. Да, и там тоже очень много, например, каких-то флешкартов, да, есть тоже такие вещи. И, в принципе, я думаю, что это тоже работает, какие-то флешкарты и похожие, да. И я думаю, что, да.
Скажи, согласен ли ты со мной, что каждый человек, у него есть свой способ, свой, я бы сказал, не способ, так сказать, подход к изучению языка? Потому что некоторые люди говорят, нужно делать вот эти флеш-карты, да, эти карточки на анки, да, другие говорят, что не надо делать, третьи говорят, что нужно изучать грамматику, четвертые говорят, что не нужно изучать грамматику. Но мне кажется, Да. что самое главное — это иметь постоянный контакт с языком, первая вещь. Да. Иметь какую-то вещь, что повышать уровень сложности по чуть-чуть, да, чтобы было Конечно. что-то, что вам понятно. Если ты берешь какой-то материал, в котором ничего не понятно, то это очень Это тяжело. будет очень сложно, да. Да. И третье, делать все, что угодно, все, что ты хочешь. Главное это делать, чтобы вам было интересно и чтобы вы продолжали, да, этим заниматься. Да, конечно. Я даже где-то слышал, что чтобы изучение было эффективно, нужно понимать, в принципе, минимум 80%, да? Да. Контента. Или больше, там 90, может быть, да, и это будет эффективно. Да, я абсолютно с тобой согласен. Да. 80-90% это, так сказать, оптимальный. Потому что пытаться понимать 100% контента, да, это может быть очень трудно, потому что какие-то маленькие слова, какие-то слова, которые очень редко используются, и вы будете пытаться до них цепляться, а нужно просто понимать вот 80%, и это уже хорошо. И можно потом идти дальше. Если понимаете 50%, ну тогда нужно почитать, посмотреть, послушать, переводить, да. Когда поднялись до 80-90, там уже можно идти дальше. Я так для себя определил, не знаю. Да, да. Я в полную согласен. Да. Хорошо, хорошо. Тогда это мы закончим нашу лингвистическую часть. И еще хочу пару минут поговорить вообще немножко о такой вот части между Польшей и Россией. Это очень интересно. Любимая тема, Да, интересная тема. Вот. Как ты считаешь, вот в России у нас очень многие люди говорят, что поляки, они нас не любят, поляки, они, как сказать, да, всегда думают плохо о России. Это правда? Как ты считаешь, есть такое или нет? Конечно, я слышал об этом, да, потому что я иногда смотрю какие-то российские СМИ, и они много об этом говорят. И в принципе, но я думаю, что может быть, что поколение моих родителей, у них может быть такой, не знаю, такой взгляд, да, может быть такой взгляд, потому что, конечно, история польско-российская история, она очень сложная, очень необычная, и мне кажется, что, но молодое поколение, я думаю, что они такие более отвертые, да? Открытые. Они более открытые, да, они более открытые, и да, я знаю много людей, которые, например, из России, да, и у меня вообще нет никаких проблем. Конечно, мой взгляд на правительство это другое, Это другая вещь, тема, да. но вообще для русских людей это вообще тоже другое, да. Я думаю, что я уже встретил очень много хороших россиян, да, русских людей, и это, да, это очень хорошие ребята, да. Здорово, здорово. Слушай, ну, у тебя есть что-нибудь сказать напоследок нашим зрителям, которые также изучают русский, но вот они всегда вот чувствуют, что им тяжело, им не хватает чего-то. Вот что ты можешь последнее слово посоветовать? Последнее слово. Но, ребята, слушайте, мне кажется, что у Сергея так много контента, что вы, конечно, найдете что-то интересного. И, Стараюсь. Да, я, конечно, не смотрю всех роликов, и мне кажется, что не нужно смотреть. Если ты думаешь, что это... Нужно смотреть все ролики Сергея, Да, это тоже сказать. иногда я думаю, да, но это не так интересно, я подумаю, я посмотрю какой-то другой другой ролик. канал, да. Но нет, я думаю, что даже, может быть, не другой канал, но какой-то другой ролик из твоего канала. И так много, мне кажется, что так много контента, что, конечно, любой человек
может найти что-то интересное. Что-то, что ему по душе. Да, что-то, что ему по душе, да. Хорошо. Конечно, да. Ну ладно, спасибо большое, друзья, что были сегодня с нами. У нас сегодня такой короткий разговор. Себастьян приехал ко мне в гости, поэтому сейчас мы идем дальше гулять, отдыхать, хорошо проводить время. Так что приезжайте тоже ко мне в гости и будем тоже с вами гулять. Все, до скорого. Пока-пока. До скорого.